Армения, Иран и Индия запускают торговый маршрут. Планируется трехсторонняя встреча. Армения работает над созданием бесшовного скоростного маршрута, а также запуском новых логистических путей и узлов. Трехсторонняя встреча по запуску торгового маршрута с участием Армении, Ирана и Индии состоится в ближайшее время. Об этом стало известно из источников в логистических компаниях. Встреча состоится в Иране. Представители транспортных сфер трех стран ознакомятся с инфраструктурой порта Чебахар, обсудят операторскую деятельность Армении в порту, а также вопросы по скорейшему запуску маршрута. Ранее в Министерстве экономики сообщили, что в настоящее время формат участия Армении в качестве оператора неизвестен. В ведомстве подчеркнули, что задействование новых маршрутов повысит торговый потенциал Армении. Ереван получит надежный выход в Индию, а также к перспективным рынкам стран Юго-Восточной Азии. Напомним, маршрутом предусмотрена перевозка товаров из стран Персидского залива и Индии в ЕС и ЕАЭС. Так, грузы из индийского порта Мумбаи могут доставляться в порт Чебахар, юго-восток Ирана, далее по суше в Армению, либо автомобильным путем, либо по железнодорожной, следом в Грузию и уже оттуда в порты Болгарии или Греции, либо же в Россию, через морские порты или Верхний Ларс. Путь через Армению важен для Ирана и Индии, которые стремятся диверсифицировать поставки своих товаров. Морская логистика в настоящее время осложнена. Маршрут через Иран и Армению позволит Индии и странам Персидского залива на 25% сократить расходы на логистику, а также время транспортировки почти вдвое, вместо 40 дней через Суэцкий канал, до 18 дней по новому маршруту. Сама Армения станет в таком случае важным транзитным узлом. Таким образом, Ереван свяжет Индию и Иран с Европой через грузинские порты в Черном море и наоборот ЕС с Индией. А сам коридор через Армению позволит Индии получить доступ к портам Черного моря, а также к рынку ЕАЭС по более короткому маршруту. Отметим, что бывший министр экономики Армении Ваан Керабян говорил, что торговый маршрут между Арменией и Индией через Иран запустят к маю 2024 года. Это наша цель, мы договорились до мая текущего года решить все вопросы, чтобы иметь работающий должным образом торговый маршрут между индийским портом Мумбаи в Армению через Иран в порт Чебахар, сказал он. Наверное, даты, которые озвучил Ваан Керабян, еще в 2023 году были отложены из-за скандального задержания министра, который провел пару месяцев под домашним арестом. Более полные слова Амирбекова по вопросу так называемого Зангезурского коридора и Конституции Армении выглядят так. По взаимному согласию, мы решили изъять этот параграф из мирного соглашения и отнести его на более поздний этап. Мы решили изъять его из текста, но мы все равно можем отразить в тексте тот факт, что это один из других вопросов, по которому страны могут вернуться в какой-то момент, чтобы обсудить и прийти к общему соглашению. По вопросу преамбулы к Конституции Армении, в которой содержится призыв к воссоединению Армении и Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджанской ССР, территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в действующей Конституции Армении, продолжают оставаться главным и, я бы сказал, практически единственным препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе. Как мы в Азербайджане можем считать это внутренним вопросом Армении, если он касается наших суверенных территорий? Мы хотим быть уверены, что мирное соглашение является своего рода торжественным договором, который сделает невозможным любой возврат к реваншизму или к любым территориальным претензиям к Азербайджану в будущем, как это было в прошлом. Так что никаких изменений в позиции Азербайджана нет. И не наблюдается, что они будут в будущем. Существует распространенное мнение, что важно как можно скорее завершить мирные переговоры и, возможно, подписать проект соглашения в ноябре в рамках КОП-29. Но мы считаем, что это не будет иметь смысла без ссылки на территориальные претензии к Азербайджану, которые зафиксированы в Конституции Армении.
Более того, я считаю, что это может быть контрпродуктивно, поскольку в случае поспешного подписания проекта соглашения, если правовые барьеры сохранятся, они могут позволить Армении реанимировать свои территориальные претензии в будущем, когда баланс сил в регионе изменится в свою пользу. Если мы оставим действующую конституцию без изменений или проигнорируем ее, это означает, что даже если мы подпишем мирное соглашение, новое правительство может прийти и отменить его, потому что этот документ технически противоречит той же действующей конституции. Конституционный суд Армении также может признать мирное соглашение незаконным, поскольку основной закон страны содержит иные положения, сказал Амирбеков. По словам Амирбекова, Пашинян также обсудил этот вопрос с представителями правительства Азербайджана. Теперь он хочет выдвинуть аргумент, что это политически очень сложный процесс или что проект Конституции может быть готов только в 2027 году. Очень хорошо, это тоже вариант, но готов ли внешний мир ждать так долго, пока будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном? Потому что очевидно, что нам не нужно торопиться и подписывать бумагу, которую может отменить новое правительство, заявил спецпредставитель президента Азербайджана. Ереван подтвердил заявление Баку о том, что по обоюдному согласию из проекта мирного договора изъята статья о региональных коммуникациях. Тем не менее, разблокировка маршрутов продолжает оставаться важной частью видения и повестки Армении по миру и экономическому развитию в регионе, сказала пресс-секретарь МИД Ани Бадалян. Ранее представитель Алиева по особым поручениям заявил, что стороны согласились решить вопрос транспортных маршрутов, в том числе соединяющих Азербайджан с Нахидживаном, на более позднем этапе, после подписания мирного договора. Макрон поговорил с Пезешкианом. Во время телефонного разговора французский лидер убеждал своего собеседника отказаться от логики мести, чтобы не вызвать еще больше эскалации на Ближнем Востоке из-за убийства в Тегеране одного из лидеров Хамас. Об этом информирует агентство «Франс Пресс» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Макрон также сказал, что Франция готова помогать искать варианты политической рамки, которая помогла бы принести мир и стабильность в регион при условии, что Иран будет придерживаться своих международных обязательств. В то же время иранский президент требовал от Макрона надавить на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа. В разговоре Пезешкиан заявил, что если США и западные страны действительно хотят предотвратить войну и опасность в регионе, что они должны убедить Израиль прекратить геноцид и нападения в Газе и согласиться на прекращение огня. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.